Так, ребята, сейчас я видео уже залил, но я его сейчас перемонтирую, чтобы у вас прям вот до этого момента досмотрите. Но это шок, я реально удивлен, что вот так вот сейчас происходит. Все, смотрите обязательно до этого момента. Перезаливаю вам видео, добавляю вот сейчас кусочек еще в конце. Так, ну что, всем доброго, прекрасного дня. Первый наш турецкий день. Вышел сейчас в сад. Ароматы обалденные. Это гранаты цветут. Просто такие запахи благоухают. Вчера вечерком приехали. Сегодня все дома разбираем, убираем, готовимся. Балкон помыл. Сейчас вышел в сад первый раз в 4 дня. Вещи тоже отдавали, лишние вещи детские. Все тоже собираем в пакеты, там нуждающимся людям отдаем. Это наша мангальная зона. Котярса тут у нас бродит. Мангальчик здесь, стол у нас. Водичка. В общем, красота. Горы. Потрясающий. Кот, ты думаешь, мы сейчас мангал будем жарить? Все время их тут кормим. Когда рыбку делаем или курочку, все съедает. Кость съедает. Все съедает. Раба. В общем, вот такая у нас атмосфера. Там у нас еще зона такая. Можно пойти погулять. Там водопадики такие. Маленький сад. Чего только нет, если кто не знает. Вдруг смотрит нас первый раз. Мы тут жили в Турции, 2 года прожили. Сейчас, в Москве тут чередуемся. Сейчас сюда на пару часов заехали. Там как пойдет, детям так нравится, все в восторге. Я в восторге, кошки в восторге. В общем, супер. Тут у нас еще и лимоны, и мандарины, по-моему, или яблоки. Вот сейчас здесь травку стригут. Все как по-дачному. То есть в Турции весна очень ранняя и очень классная. Тут прям, знаете, кайф, все цветет, все пахнет, благоухает. Детская площадочка наша. Там у нас бассейн. Вот он тут наш красивый. Сейчас, правда, нет воды, но в мае они наливают. Но на самом деле я бы уже сейчас наливал бы и уже нырял бы. Я готов в холодной воде купаться. Тут у нас тренажерка. Там площадка, подземная парковка, наземная парковка. В общем, обалденно, конечно, шикарнейший вид на горы. Здесь у нас парковочка, внизу велики стоят, и машины тоже, и баня, хамам у нас там есть, который не работает. Это тренажерка. Я ее все равно освоил. Там жим делаю. Еще что-нибудь. Бицепс качаю. Но больше мне, конечно, нравится на пляже заниматься. Там куда приятнее. И с резинкой можно, на турниках, и на брусьях. Ой, видите, как погодка у нас сейчас. Все время озвучить комментарий. 10 апреля. Мы только полетели, видите, как в шлепках, в шортах. По прогнозу вообще 15 градусов. И там то дождь, то солнце. Что вчера погода была хорошая, что сегодня на выходных 25 будет. То есть реально по факту гораздо теплее всегда остается. Думаю, порядок навели. Конечно же, первым делом на море полотенце, плавки. Я вам прям в плавках сразу и купаться. Что-то, видите, смотри, тут все переделали. Площадки настроили. Поль, классно, смотри, площадочка с песком. Солнышко светит. Красота. Да, видишь, песок какой-то специальный. Для игры завезли. Камушки такие. Классно, все облагородили тут. Наш сосед на кайте катается. Тоже звал меня покататься. В общем, ветер такой, что можно на кайте кататься. Я принял решение. Точнее, Жанна помогла мне его принять. Говорит, не надо лезть, сейчас вылезешь. Вода 18 градусов, это нормально. Я залез, поплаваю. Но пока я буду вытираться, еще после перелета, сейчас климатизация идет. Продует, и все, нам в отель еще послезавтра уже уезжать. В общем, принял решение выждать. Даже не пошел к морю, потому что знаю, что если подойду, то точно туда залезу. Поэтому в следующий раз занырнем, или хотя бы, чтобы ветра не было. Поберечь себя надо вообще немножечко. Так, ну не искупался, хоть посмотрел на море уже. Кайф зарядил. Специально не пошел близко снимать, чтобы потом эмоции оставить, немножечко эмоций на потом. Так, давайте вам цены покажу. Сейчас в Табук заехали, здесь такие порции, сейчас я вам тоже покажу. На 2,4 умножаем на 2,5 примерно. То есть 300. Это курица, говядина чуть дороже стоит. Салат. Что на паузу ставьте, не буду все перечитать. Это там есть такие порции. Так, и по напиткам сейчас покажу. Айран 65, кола 75 бир. Ой, здесь еще у нас есть супчики 70-80. Такие порции. Курица, макароны. Можно вместо макарон, кстати, картошку фри взять или овощи, отварный салатик, вот этот цезарь и вот такой супчик томатный. Так, ну конечно, как без нашего любимого вайкики.
Детям штанцы зашли накупить. Мешков 6-7, даже 8, наверное, собрали одежды. Детской, взрослой отдали. Так, ну сейчас, естественно, по новому размерчику надо покупать. Буквально все на один сезон покупается. Дети растут сейчас как грибы. Смотрите, вайкики. Рубашка. Удлиненные шорты. То есть, видите, как по-русски надписи теперь. Футболка. Я даже сначала сам не заметил. Поля мне говорит, смотри, говорит, что по-русски будет написано. Ну, обзор цен не буду делать. Примерно все плюс-минус то же самое. Вот. На 2,5 умножаем. Получаем курс. Чего не буду делать, что у нас вайкики в России есть. В Меге, в Химках есть. В частности, в Кунцево Плаза есть. Вот. У нас там на что-то даже цены получше были в какой-то момент. Надо смотреть. Страны так примерно все одинаково. Возможно, они как-то делают чуть дешевле, чтобы просто аудиторию собрать. Поэтому, ну так, плюс-минус то же самое. Ну, а разные очень выбор. Здесь, конечно, намного больше выбора. Уже и коллекция такая летняя есть. У нас пока все зимнее. Как вы знаете, я одну квартиру, которую брал на инвестиции, уже продал. Сейчас смотрю другую квартиру, давайте вам тоже заодно покажу. Смотрите, сейчас вот такой проект есть в СРСУ. У нас тут 2+1 только остались, 1+1 все проданы. 205 тысяч долларов, 73 метра. Это за 2+1 получается. Первый взнос 50% и рассрочка у нас получается 12 месяцев. Сдача в декабре 25 года, да? В конце этого года, да, будет сдача. Бассейн, детский, взрослый, подземный паркинг. Входит в стоимость, естественно, не надо отдельно ничего платить. Фитнес, хамам, сауна, внутри все есть. Вот, все оборудовано. Сдача уже идет, кухня, ванна, все готово, двери. То есть заезжай, живи, там только кровать и все. То есть тройка у нас тоже входит, вытяжка, духовка, шкаф. Да. Да, вот прям сейчас в застройщик нахожусь, вам показываю. Вот, так что интересный проект, СРСУ. Это тоже с закрытой парковкой. Постройки, как там старт начался уже? Сейчас, да, оно начался уже в уровне 30%. Ну, 30% построено, да? И 3+1, да, еще есть? Да. Последний 3+1 остался. Один 3+1 находится здесь. Его цена 235 тысяч долларов. 110 метров квадратов. Так, есть проект у нас еще в Белеке. Здесь до конца строительства 2 месяца, да, у нас остается? Да. Только максимум за 2 месяца мы уже закончим. Также 2 месяца, да, по рассрочке. Так, у нас здесь есть открытый бассейн, большой открытый бассейн, детский бассейн, камелия, спортивные места, детская площадка. Здесь будем строить спортивный зал, турецкая баня, сауна здесь будет. Еще здесь будет открытая парковка. Еще дополнительно отсюда будет зайти. И подземную парковку. Да, подземную парковку. Подземную парковку мы будем делать до отсюда, до 4-го года. Так, по цене 1+1 остались? Да, 1+1 остались. Их цена сейчас 2 миллиона 900. 2900 лиров, да? Да, сейчас. Начинается 2900. Так, а 2+1? 2+1 сейчас у нас 4 миллиона начинается. Так, 2+1, 4 это миллиона. Да. Еще есть 2+1 дуплекс. Дуплекс сколько стоит? Дуплекс 4,5 тысячи миллионов. 4,5 миллиона мир, да? Тоже 2+1. 3+1 есть? 3+1 нет, не остались. Все уже проданы. 4+1 тоже продан. 5+1 тоже продан. Так, близнецы. И в Белеке есть виллы у нас. Виллы, так, стадия строительства какая? Сейчас только что начали. Недавно. Начали только, да? Только месяц назад начали. У каждой виллы есть свой открытый бассейн. У каждой виллы есть свой открытый автопарк. У каждой виллы есть свой открытый сад. Получается, одна вилла и половинка дома это есть. Да, близнецы. Вилла-близнецы. Сколько метров получается вот такая половинка виллы? Половинка виллы 230. 230 метров, да? Чистыми там чистыми, внутри. Да. И стоимость? Стоимость 500 тысяч. 500 тысяч долларов, да? Нет, евро. Так, и стадия строительства когда заканчивается у нас стройка? Мы планируем его закончить в конце 2026 года. Сейчас пока что так. Так, а что у нас еще? Ну, то есть вот бассейн, получается, у каждого как индивидуальный, да? Да. У каждого индивидуальный бассейн, у каждого индивидуальный сад, индивидуальная открытая парковка.
на одну машину. Угу. На одну машину. А вторую, если туда можно Ну, ставить? можно так Боком можно, боком, да? да. А, Если ну да, можно, туда можно да, да. уместить. Угу. Так, естественно, рассрочка беспроцентная. Наверху терраска. Видите, с зонтом можно. Ну, сдача точно так же. Сюда ванна, кухня. Да, да, да. Санузлов сколько? Санузел сейчас пока что мы планируем делать 4. 4 Да, санузла. пока что. Мгм. А комнат Ну, сколько? Комнат 4+1. 4+1. Трехэтажный триплекс. Триплекс, 3 этажа Еще получается. у них есть очень большой террас здесь. Угу. Там, Получается, да, 2 террасы наверху и 2 и 3 этаж. да. Это в Малой Суфе. Так, вот Мол Юсуф уже есть проект реализованных вилл от этого же застройщика. Застройщик много чего построил. Здесь есть вот И этот Беленькие один виллы. вилла остался маленький. Угу. И в СРСУ много домов построили. Так, вот что у нас сейчас постройки, 3-й этаж строится. И вид на горы. Вот настройка получается, там море в той стороне. Здесь горы с одной стороны, с другой стороны. Здесь небольшие домики. Вид получается в ту сторону, на горы, на море. Красиво. Ну, в это тоже. Здесь, видите, тоже строечка рядом идет. Так, вот тоже недавно была стройка в этом же районе. Вот так выглядит все, когда достраивается. В зависимости от застройщика. Облицовка, фасад, все будет так выглядеть. Так, доброго всем денечка. Я вчера сказал, что это цветут гранаты. Но гранаты не цветут, причем, кстати, никто не написал. Это у нас лимоны. Вот здесь лимоны, а дальше пошли гранаты. Здесь опять лимончик, там гранаты. Там тоже лимон. Или мандарин, не, лимон. Или лайм даже вот зелененький был. А там эти гранаты, они цветут, но у них такие красные листики где-то сейчас найдут. Уже пошли. О, блин. Вот они вот так вот цветут. А потом гранатики будут. Они не пахнут. Аромат вот от этих цитрусовых идет. Сейчас приехали с сынулей позаниматься. И классно идти. И солнышко, и тучки, чтобы не обгореть сильно. А там, смотрите, в горах еще снег лежит. Сейчас я вам сниму сюда на телефон. Покажу, будет видно, с камеры не увидите. Смотрите, здесь тренажер. У нас тут прям это супер спортивный курорт. А смотрите, деревяшки за зиму тут не унесло шторм. Такие шторма. Все сносит, смотрите, держится все. Здесь еще детская площадка. Баскетбольная площадка. Смотрите, сейчас, видите, все кафешки Робертс кофе стали, помимо того, что они там имеют помещение, сюда выносить. Видите, сделали. Там вообще, мы вчера на машине ехали, много всяких кафешек пооткрывали прям у моря на первой линии. Пальмочек дополнительных насажали. Съезды все оборудовали. Видите, за одну зиму ржавеет. Ну, потому что, конечно, такая соль, металл не может выдержать. Ну, сейчас еще раз покрасить, скорее всего. Каждый год не красит туалет здесь. Ой, хочется быстрее к морю. Ладно, сначала надо позаниматься, а то я точно туда знаю. Вот на площадочка. Открыли все. Так, в общем, у нас активная тренировка с сыном. Круговую делаем под музычку. JBL-ка. Взял себе новую. Но расстроила меня ужасно. Отхожу на 10 метров, она начинает трещать. Либо на 3 метрах вот так вот просто перекрываю телом, трещит. Старая моя, 3-я, вообще так не делала. Не знаю, или глюк какой-то, или косяк. Ладно, это не мешает тренировке. Телефон что-то рядом положи. Еще круговую делаю на бицепс, на широчайшие. Брусья, пресс. Так, я помню, кто-то там говорил, типа, музыку включайте, наверное, кому-то мешаете. Сейчас, пока файлы перекинул с GoPro-шки, дедушка подошел, music, please, music. В общем, люди даже просят музыку включать. Мне кажется, музыка веселее. Еще когда в зал хожу, обязательно наушники и активную музыку там на Яндекс ставишь, бодрая. И я тренируюсь, типа, и он дает такую музыку, которой хочешь заниматься. Но это реально дает очень хорошее настроение, очень хороший прилив эмоций, заряд эмоций, чтобы заниматься. Так что музыка всегда со мной. Так, ну что, занимались, утеплился, чтобы чуть подогреться, потому что ветер поднялся, чтобы теплым телом нагреть море, пойти. Наша любименькая, как я скучал по нему. Смотрите, народ сколько, о, тут даже он купается. Ой, как я скучал по этому морю, вы не представляете. Но кто смотрит давно мои видео,
представляет, как я по нему скучал, знает, как я его люблю. По моей улыбке можно судить. Может, со мной поздороваться тоже хочет. То скажем привет, привет, то море, там все время, когда уезжаем, говорим пока-пока, а привет никогда не говорим. Заряд он пенных, волнистых. Ой, солнышка не хватает, но бог с ним, море есть, это самое главное. Так, ну что, давайте сделаем замеры водички после тренировки. И поплаваем за... Поплыл. Так, ну что, посмотрим, сколько у нас там градусов нагрелось. 18 градусов. 18 градусов, водичка свеженькая. Класс. Все, пошел вперед. О, ну кайфушечки. 18 градусов, водичка. Когда плаваешь, не холодно, потом выходишь, да, ветер такой дует, без солнца. Получается свежевато. Надо сразу быстро вытираться и переодеваться, чтобы не заболеть. И машину потом сесть, печку чуть включить. О, ну класс. Слушайте, я в туалет ходил. Вообще чистейший туалет, как в торговом центре. Просто идеально убрано. Новый свеженький ремонт. Ну вообще классно. Молодцы. И вот прям один, через 200 метров второй. Классно, молодцы, хорошо сделали. Видите, все облагородили. Лавки. Все, там стульчики, кстати, уже стоят, какие-то городские. Но потом солнышко будет. Снимаю в следующих видео. Завтра мы в отель уже едем. Ну, лучше солнечная погода, здесь все покажу. Так, и давайте попробуем сейчас QR-кодом оплатить, посмотрим, принимает или нет. Вот просим QR-код, чтобы был. Как вот резкий QR-код будет? QR-код так и будет. Вот навод делает. Я открыл ВТБ. Наводим. Опаньки. Нет. QR-код временный для санкций, фиганцы. Давайте еще раз попробуем. Оп. Эх, не судьба. Хотя девушка сказала, что работает. А у вас давно так оплачивали? Да. И срабатывало? Кетчуп А давно последний раз оплачивали? QR-код? QR-кодом сегодня? И что, работало? Да. А не знаете, какой банк был? Уже нет. ВТБ Несколько раз. у нас без санкций. Какой-то еще Россельхоз, что ли? Не, этот ВТБ никак не хочет. Так, сейчас открыл приложение Сбербанк. Попробуем Сбербанк. Не получилось оплатить. Так, давайте еще разок попробуем. Выбираю QR-код. Навожу. Есть. Не хочет. Вроде попробую снова. И другим способом. Дать третий раз. Не, никак не хочет. Так, ну у нас время есть. Сейчас я еще один банк МТС попробую. Сейчас ВТБ, Сбер и МТС должны работать. Так, смотрите, сейчас по ценам вам покажу. 160 лир, это 100 грамм. Ну там мясо идет 100 грамм. Вон она, курочки точнее, и айран. А без айрана 140 стоит. Такие вот чумишки. Есть моя любимая шаурмичная напротив. Роберт кофе. Доехали, стянули, потрапезничали. Вот они, 100 грамм шаурмы. Вот так вот. 100 грамм чисто курица, остальное там лаваш, и там, кстати, лук, не лук, все остальное вальцы с айранчиком. И вот этот перчик, просто обожаю это место. Сынок, приятного аппетита тебе. Приятного аппетита. И коты все время курочку подъедают. Конечно же, мы заботимся о братьях наших меньших. И всегда подкармливаем шаурмичкой, ну, курочкой. Так, в общем, МТС вообще негде QR-код вывести, даже приложение не работает, только через сайт. Короче, не получилось. Сейчас еще пробовал и ВТБ, и Сбером, и Тиньковым попробовал. Тинькофф вообще не распознает код. В общем, не работает. Потом в другом месте еще попробую. В общем, видео так и будет называться. Чем платить в Турции? Какая погода? Открываем сезон. Какие цены? Все в одном вам соберем так быстренько. И потом по отельчикам еще видео будет. Вдруг кто не смотрел. Заходите, подписывайтесь и оповещение включайте, колокольчик, и смотрите все видео. Так, наконец-то заехали освежить нашего
коня. Никит, сейчас тебя освежат вместо коня. Ты хотел помыть? Да. Залезай в ёршики туда. У нас заправка возле моря, которая моя любимая мойка. Ух, я прям вовремя накупался. Тучи были, а сейчас смотрите, как распогодилось. Солнце светит, в машине прям жара. Ну, вообще, смотрите, как баскетбол играет, волейбол, все что хочешь. Сейчас с сыном заехали еще в Starbucks. Так, по кофе, смотрите, 129, капучино маленький, 139 средний, 149 огромный стакан. Ну, нормально, что, на 2,4 умножаем. Пироженки всякие. И самое интересное, это вот здесь. Сын, ты стоишь дико, почему я пойду пока сниму красоту удечную. Выходишь и просто аромат, видимо, все это цветет сейчас, зеленушечка, просто обалденнейшая. Так пахнет вообще. Ну и виды, конечно, просто бомбами. Ходим с сыном. Вообще часть таскаю его с собой весь день по своим делам. Ой, ну вообще, смотрите, как смотришь море, пальма, какие-то облепихи, горы, солнышко. Еще кофейку возьмем. Ну класс. Так, а на пешеходах уже потихонечку пропускают. Сейчас я шел, нас пропустили. Ой, как я скучаю по этой велодорожке. Сын, все, в следующий раз берем велики. И вот туда, здесь кто-то может побегать. Все обновились, знаете, новенькие дорожки. Ой, ну кайф, вообще красота. Пойдем туда, на море. Кстати, они Шекспира открыли вот здесь же, видите? И пекан какой-то. Вот жалко, что они здесь Starbucks не открыли. Было бы круто вот здесь сидеть, смотреть на море и пить кофеек. Ну, круассанчик, видимо, можно взять. Ну, кофеек взяли, можно сейчас будет вот здесь посидим. Ну, вот тут прикольно. Смотри, там эти обогревашки стоят. Ой, не грохнулся. Ой, какая красота, да? Ой, ну вообще просто. Да, сынок? Море, смотрите, какого цвета. Восхитительно. Вот сейчас купаться надо было. А я купался с тучками. Я целый день хожу, у меня только вот красота. Какой кайф с сыном ходим. Я говорю, какой кайф. Блин, реально вот так вот. После зимы снежной приезжаешь, просто балдеешь. Вот это солнышко все время светит. Все зеленое, все красивое. Особенно, когда есть квартира, куда ты можешь приехать в любое время. Ну, вообще шикардос. Хочешь на велике, хочешь на машине съесть. Поехал, выехал. Вот это. Потому что многие говорят, зачем покупать квартиру? Блин, вот мы купили тогда, сейчас она и в цене выросла. И просто кайф. Ты в любой момент, хочешь зимой, хочешь летом, приехал, все, дома сидишь, и потом взял в отельчик на выходные, съездил. Ну, вообще милота, просто шикарно. Я просто очень люблю солнце, море, вы знаете. Вот когда приезжаешь, вот солнышко. У нас зимой-то, блин, по пальцам, да, можно было посчитать солнечные дни. А тут даже если тучи, все равно будет солнце в этот день. Так, я, кстати, заправку сняла. Цены на бензин не снял. 44 лиры бензин стоит и 42 лиры стоит дизель. И, по-моему, 24. Сейчас уже не вижу. Этот LPG, это газ здесь называется. На 2,5 умножаем, 2,4, 2,5. Хотя курс официальный 2,3, но по такому курсу вы не получите лиру. То есть при конвертации, при переводе у вас будет процентик небольшой. Там через обменник, как угодно, все равно будет процент. Поэтому 2,4, 2,5 считаем. Получаем цену в рублях. Так, по магазинам, смотрите, есть А101, Шок, Бим. Такие недорогие магазинчики. Есть Мигрос, он чуть подороже. Но надо заезжать туда и туда, смотреть, где фрукты, где что есть по наличию. Давайте я вам быстренько по ценам покажу. Так, Эльма, яблочки 38. На 2,4 умножаем. Так, а что вот апельсины, портокал 39. Естественно, все тоже на рынках можно смотреть. Даже нужно фрукты лучше на рынках покупать. Клубника. Видно, чилек, а вот авокадо, смотрите, 34 лиры. Да за килограмм у нас, по-моему, цена должна быть. Ну, это что-то как-то очень дешево. 34 лиры за авокадо. А, нет, это за штучку за одну. Вот 2 штучки. Так, что-то это чилек я не нашел. Авокадо. Ага, там вон сын нам шаурмичку нашел. Есть такая шаурма. Внутри чикёфте. Очень вкусно. Не пробовал, попробуйте. Так вот быстренько забежать, чем перекусить. И айранчик возьмите 2 больших. Помидоры Доматос 49. Это такие другие по 34. Зеленушечка 14. Ну еще так тоже на паузу ставьте, разглядывайте.
Переводчик можно загонять, тоже смотреть. Так, вот такие помидорки за упаковку 42 лиры, 39. Ну, естественно, фрукты, конечно, лучше. Там у нас один раз в субботу здесь, рядом с домом, в Хурме рынок. И во вторник в Лимане. Лучше 2 раза в неделю на рыночек заезжать, брать фрукты. И дешевле. Под вечер особенно вообще хорошая цена. Так, масло, смотрите. Тунец, вот очень вкусно салаты делать. Здесь 35. За 3 штучки 105. За 2 штучки. Вот сюда айранчик взял. Перекусить. Очень вкусно. Берете овощи, любые вообще кукурузу, что есть, туда бросаете, и тунца. И оливковое масло. И будет у вас шикарная салат. Так, чем еще? Ну, вот по обычному. А, вот масло, смотрите. Литр 259, 219. Это, кстати, у нас дома стоит. Изел. Если большой брать, 599, 3 литра. Но это недорого, смотрите, за литр масла. Нормальная цена. У нас 0,5 будет стоить рублей. 700, наверное, в Москве. Так, что еще вам показать? Минералочка 28 лир. Маленькие вот эти тоже очень вкусные минералки. Тоже недорого стоит. Здесь можно даже часы купить, видите, клавиатуру и наушники. Ребенок там шумит сильно. Вот такой магазин идти для дома купить можно уже. И одежда здесь появилась, даже смотрите, носки. Всякие кофты, на обзор кофт здесь не будем делать. Такая кофточка 400 лир. 2,5 умножаем, рубашка 300 лир. Такой, видите, для быстрой необходимости, для яиц. Вот это, кстати, меня научили, я яйца все время разбиваю, чемоданчик такой, оп, сложили, с собой понесли. Так, давайте на порошок цену вам покажу. Это, по-моему, добавка, да, 109 лир. Он порошки гигантский, не знаю, какой-то средний взять. Тысячи 130 лир, 1,5 килограмма. Просто сейчас многие говорят, что очень дорого в Турции. Слушайте, курица целую берешь, вообще недорого стоит, в шоке. Я недавно заходил. Потом, что? Здесь только дорого бензин, мясо. Да и все, по-моему. Рыба тут вообще не очень дорогая. Так, вот кола. Смотрите, 52 лиры. Это получается 125 рублей. Это 2,5 литра. Это гигантская банка колы. Никита, у нас любите колы. Так, вот, смотрите. Целый курица 79 лир за килограмм. То есть у нас одна курица получается кило 700. Ну, какая разница? Цена за килограмм. Получается 140, да, 180, почти 200 рублей за килограмм. Это даже 200, даже много, чуть дешевле. Что-то очень дешево, да, получается? И потом уже ножки, все, естественно, дороже. То, что отрезают, обрезают. Что, тут мяса здесь нет в этом магазине. Наггетсы 45 лир, 300 грамм. То есть, на самом деле, если смотреть по фруктам, то есть фрукты и овощи тут там 30-40 лир стоят за килограмм. То есть это, ну, огурцы вообще у нас в Москве последний раз я покупал сколько? 400 рублей, по-моему, за 400 грамм. Ну, то есть космос, да? Если так брать плюс-минус, то в Турции, мне кажется, даже все это подешевле будет. Так, масло, сыры, сыр. А, еще сыр, да. Дорогой, давайте посмотрим, что по цене на сыр. Так, ну вот нарезочка 105 лир за 200 грамм. Это получается, да? 250 рублей. Ну у нас сколько? 200 грамм стоит тоже в районе 200 рублей, кстати. Здесь сыр не очень вкусный, мы этот раз привезли с собой много сыра, там штук 10, наверное, я набрал разного. Чемодан кладешь, спокойненько перевозишь, не страшно, ничего с ним не будет. Ну, в общем, вот так вот как-то. В общем, в основном все дешевле. Там, кроме... А, вот молоко, давайте сейчас вам покажу. Кефир, смотрите, 63 лиры. Это у нас литр кефира. Вот, пожалуйста, литр кефира еще за 43 лиры есть. Разницы вообще никакой. Берешь, пьешь, это может какой-то безлактозный или еще что-нибудь. Айран очень вкусный. Вот видите, там полторашка айрана 34 лиры. Он очень, кстати, диетический. Там вообще калорий, по-моему, 50 калорий на 100 грамм. А, кстати, в кефире, по-моему, тоже так же. На маленький айран, видите, 9 лир стоит. Есть еще меньше, за 7. Так, колбаса. Вот такая колбаса батоном, она здесь как-то не очень вкусная. Вот такая вот, типа из индейки есть. Цыпленка есть. Вот такая 30 лир. 19 лир. Что? Тоже типа цыпленка, наверное. Пилич обычно написано, это не знаешь. А, тоже, да, пилич, вот видите. Ну, тут небольшая, 60 грамм всего. Ну, побольше берешь, нормально. Ну, 19 лир, это, считайте, там 50 рублей. Вот иногда вот такая вот какая-то тоже оранжевая я находил. Салатик сделать можно еще более-менее. На докторскую чем-то похоже. Так, вот давайте еще цену на мясо вам сниму. Смотрите, Дана
Это говядина, видите, 500, 600, зависит какой кусок, 700. Соответственно, если там вырезка, это на в лирах все. Вот какая-то 649. Так, кузу это уже корейка. Вот корейка гребенка на косточке. Кузу пердзола 990. Ну, это самое дорогое вообще, наверное, что может быть, да? Это уже баранина пошла. А так здесь фарш можно взять очень кусок мяса, накрутить. Тут печень, здесь надо все с переводчиком. Видите, что тут у нас? Непонятно, чья это печень. В общем, тоже в районе 200 что-то есть мир. Это у нас Мигрос. Здесь, кстати, яйца, смотрите, 30 штук, 169 лир. Хотя 190 лир стоит в этом в шоке. Здесь, видите, прям какая цена хорошая. Это М-ка размер, не самый маленький, есть Элька еще. Доброго денечка всем. Ехал по набережной. Смотрю, море красивое. Думаю, надо пойти-ка занырнуть, купаться. Красотища какая. Пара планеристов тренируется. Или, кстати, даже, может, это парашютист. Без мотора, без всего. Ну, какая красота. Вообще супер. Кафешки, видите, некоторые уже расчехлены, а вот такие ближе к пляжу потихонечку уже подготавливают. Вон там уже дальше где-то открытки вижу. Давайте заряд вам всем пенных морских. Пойдем сейчас водичку померяем. Прогрелась, нет, вода здесь всегда кристально чистая. Такой неалтычный, хорошо, ты приезжаешь, всегда хочется купаться. Если вода вот чуть мутноватая, там где-нибудь, или не всегда хочется купаться. А вот, когда она прозрачная, холодная, не холодная, сразу хочется залезть. Горы, красотища. Реально, пойдем окунем наш прибор. Вы пока заряжаетесь с морскими пенными, как всегда. Ой, я люблю резко заходить, главное не люблю, поэтому сейчас вам покажу. О, смотрите, так. 20 градусов показываем. Сейчас еще поддержим для правдивости подольше. Вон пока солнечный держись. Так, что смотрим? О, ничего себе, водичка прогрелась. Обалдеть. Яндекс показывает 18. Вот смотрите, глубоко держу специально подольше, чтобы набралось. 21 градус. Вот на нижний смотрим. Оп, видели? Сейчас еще подержу. Ничего себе, не может быть. 18 градусов недавно было. Смотрите, 21 градус, обалдеть. Слушай, ну все, сезон открыт. Все едем, вон, пожалуйста, можно полетать. Красотища, кафешки расчехляются, вон, бамбучу выбило ночью. Красота. Все, оставляю вас на берегу, иду плавать. Красота. Слушайте, ну это просто кайфец. Вода реально теплая. 20 градусов вот в самом уже низу. Я вот так в трубку опускал туда, в самый низ, там 20. А вот на поверхности, хоть видите, волнистость, плавать 20 градусов. Вообще супер. Потом вылезаешь и вот так вот на галечку плюх. И просто такой кайф. Вообще обожаю. Вот так вот без полотенца, без всего. О, кайф. Галька такая чистая. Перед сезоном. Ни семечек, ни бычков. Тут ничего нету. Просто супер. Слушайте, ну я прям реально удивлен, что с 18 градусов до 21 вот так быстро прогрелась вода. Прям вообще я плавал, даже вылезать не хотел. Плавал, смотрите, сколько. Пара планеристов еще собралось. В общем, я прям это же вот видео уже демонтирую, хоть я сейчас уже там все, видео уже залито даже на канал, осталось только обложку закинуть. Но я все равно вам вот этот кусок закину, потому что завтра уже в отель еще один едем. Кто не знает, подписывайтесь, у нас много отелей, в одном мы уже были, в Лусце были. Сейчас поедем еще один отель, у нас, в общем, тут отель за отелем. Ой, красота вообще, да? Смотрите, как. И летают, и тепло, и горы. Вообще, блин, я в шоке, на самом деле. Видите, как сейчас быстро-быстро, потому что думали, что из-за того, что 18 градусов, типа, даже май будет холодный. Но видите, вода просто моментально прогревается. И ладно, кусочек у берега, я говорю, то есть я туда специально уплыл, там вам скрин еще сделал, сюда приложу. То есть я говорю, 20 наверху. То есть как там не болтыкается, все равно 21 точнее, а внизу 20. Ну, то есть вообще, так с каждым днем сейчас 23 будет. Ну, то есть на майске точно 23 будет, 24, там и 25. Сейчас, видите, тучек все мало. Вот такие вот кайфушки.